Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет шаман духов. Герой достаточно такой легкодоступный, открывается быстро, легко и просто, то есть все упирается только в ваши финансовые возможности. Сейчас вот прям вот минуту назад у ребят в группе спросил, э, за какую стоимость он открывается. Ну, написали, что в районе там 450 рублей открывается герой и все. И то есть наше дело только его прокачать. Больше нам ничего не нужно. То есть открыли, прокачали и все. Хотелось бы мне так сказать, но не тут-то было. Во-первых, чем полезен вообще шаман духов и в каких режимах она вас может удивить, сейчас вам все расскажу. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь из интересного в базовых характеристиках. Урон, здоровье, скорость передвижения, здесь все понятно, но тут у нас еще добавляется такой пункт, как регенерация. У нас идет плюс 64%, если вы будете находиться на таком же этапе прокачки, как и я, то есть 3 практически с половиной звезды, там чуть-чуть больше. И что это значит? То есть ее здоровье будет восстанавливаться быстрее, чем у других героев. И исходя из этого уже можно сделать вывод о том, что герой подойдет для прохождения каких-то сложных режимов. Она особенная, то есть у нее есть свои нюансы, которые стоит учитывать. Казалось бы, есть такие вот неочевидные факты, вот, в которые, возможно, как-то трудно поверить, но, например, она способна пройти на низких даже уровнях прокачки, она способна пройти кошмар полностью и целиком. Но, конечно же, могут возникнуть сложности с прохождением, потому что и урон тоже там немало влияет, несмотря на то, что с выживаемостью у нее все в порядке. Но давайте разбираться вот просто вот по традиции, вот обо всем по порядку сейчас будем все смотреть и изучать. Здесь у нас плюс здоровье, плюс область эффектов. Также добавляется регенерация плюс 50% к здоровью идет в минуту, да, то есть у нас побыстрее все будет восстанавливаться. Все герои также получают плюшку вот эту в виде регенерации. Плюс 25 здоровья, ну это, конечно, ни о чем, глобальное усиление. Все герои, которые разделяют фракцию, тут хранители природы, получают 25% снова регенерация идет. И плюс 20% к урону, вот здесь уже хорошо. Здесь уже получше, то есть у всех героев в основном идет стандартная на 12,5% к урону, здесь уже 20%. То есть в этом не может быть каких-либо минусов, то есть это нам только во благо. На 140 уровне у нас идет множитель на показатель здоровья. Ну, я думаю, что к тому моменту, когда вы прокачаете ее до вот этого момента, до открытия 140 уровня, у вас будет куча другой там альтернативы, за которые будет намного интереснее и приятнее играть. Но поначалу она может вам показаться очень слабой, очень такой скучной, неинтересной, потому что именно от нее какой-либо атаки не идет до тех пор, пока вы не прокачаете ее в Эво. И давайте смотреть, что у нас здесь есть интересного. Эво у нас с вами идет с книгой здоровья, с книгой жизни. И в кузнице тут у нас давайте смотреть, что вообще интересного есть. Плюс 25 сотых к скорости передвижения зверей, либо плюс 20% к области действия зверей. Здесь я выбрал правую сторону, потому что левая сторона, она по факту не такая эффективная, как кажется нам. Ну, вот это просто вот мое мнение, я, конечно, могу ошибаться, но я рассуждаю так. То есть вот звери бегут, они добегают до моба и начинают его кусать. И казалось бы, все, зачем уже
зачем еще здесь скорость нужно прибавлять, если он и так в целом-то он и не, ну, он просто быстро сам по себе бежит, зачем его еще ускорять? Лучше пусть будет плюс 20% к области, чтобы у него там область вот этого действия его урона, чтобы она была выше. Мне кажется, это будет профитнее. Поэтому я здесь поставил именно правую сторону. Дальше. Духи зверей возвращаются к вам, когда вы получаете урон. Либо плюс 20% к урону духовных зверей. Ну вот здесь как бы логика такая, что мне неинтересно наблюдать за тем, как звери будут бегать туда-сюда. То есть, ну, допустим, даже кто-то до меня и добежал. Но, скорее всего, тем оружием, которое я выберу в качестве дополнительного, скорее всего, враг будет съеден, да, то есть там неважно, что я возьму. Даже если это будет самодельный молот, он, скорее всего, его оттолкнет. Там рассвет, если есть, хорошо. Ледяной посох его заморозит. Ну, в любом случае, как-то с ним побороться можно. И если представить такую ситуацию, что таких моментов, как мобы, которые будут до нас добегать, что их будет, скорее всего, много, то в целом вот эта беготня до героя, до шамана, она как будто бы будет не совсем интересный. И вот здесь я выбрал снова направление на урон. Пусть будет лучше плюс 20% к урону, чем вот эта лишняя беготня от зверей. Ну, с одной стороны, здесь как будто бы все ориентировано на урон, а здесь как будто бы ориентировано на выживаемость. То есть, если мы с вами находимся в каких-то там таких прям вот тяжелых условиях, например, тот же самый кошмар, если будем проходить, то, возможно, вот эта сторона, она будет более эффективной. Здесь нужно будет экспериментировать. Дальше. Плюс 2,5% к регенерации у нас добавляется всем героям. Ну, это, конечно же, хорошо. То есть мы будем быстрее восстанавливать здоровье. Тут без вариантов глобальное усиление полезное. Оно нужно. Дальше. Область шипов вокруг героя замедляет врагов и наносит им урон с течением времени. Это если мы с вами откроем Эво. То есть добавляется статус-эффект, мобы будут замедляться, и какая-никакая защита у нас уже добавляется. Здесь плюс 20% к получаемому исцелению духов зверей, либо шанс в 25% на то, чтобы навесить еще один вот этот статус-эффект с отравлением, который наносит урон на 3 секунды каждую 1 секунду. Ну, то есть практически можно сказать, что бесконечный какой-то вот статус-эффект у нас с вами здесь появляется на правой стороне. И здесь уже вот снова прям вот все стандартно и по линейке. Если мы с вами хотим больше наносить урона, то выбираем правую сторону. Если хотим быть более защищенными, то выбираем левую сторону. Вроде бы все просто. Теперь давайте посмотрим, какие у нас скиллы. Здесь у нас, кстати, оружие называется посох душ. Давайте смотреть, что здесь. Аура посоха духа увеличивает скорость атаки и скорость передвижения зверей на 38%. То есть это к слову о том, что звери, они сами по себе и так достаточно быстро бегают, и нет смысла там в левой стороне выбирать увеличение скорости их передвижения. Звери отражают 70% входящего урона врагов вокруг них. Ну, то есть вокруг них. То есть, если до них кто-то добегает, начинает их кусать, а у зверей есть еще такая особенность, они притягивают мобов на себя. То есть, их там 3 штучки бегает, они достаточно так вот красиво нарисованы. И, соответственно, когда кто-то на них нападает, значит, обратный урон будет работать. И они не дают подойти к герою. То есть, этим вот эта вот механика, необычность пэтоводы, как их называют, да, вот там некромант, шаман духов тоже здесь. В этом-то и все великолепие этого героя. То есть он, на мой взгляд, считается таким немножко недооцененным. Это ремастер. Уже был обзор, там, помню,
или не помню точнее. Ну, скорее всего, раскритиковал я ее. Помню, что рекомендовал там ставить камни на регенерацию. Но здесь, конечно же, со временем уже понимаю, что это не так. То, что камни и снаряжение у нас подбираются в зависимости от режима. Ну, я думаю, что многие из вас это понимают. Итак, сферы духов. Все, кого мы с вами положили с посоха духов, заполняют ультимативную силу. Когда она заполнена, вращающиеся сферы духов появляются вокруг ваших зверей, нанося 800% от урона. И если мы этот показатель будем прокачивать, то число, естественно, увеличивается. Все это визуально ощущается, все это достаточно легко отследить во время процесса, поэтому все это имеет место быть, но прокачивать или нет, здесь решать только вам. Пробуйте, проходите кошмар, например, если вы находитесь на этой стадии прохождения игры. Если будет получаться, то, конечно же, в этом только плюс. Можно прокачать немножко, но сильно не надо. Ну, хотя бы до 3-го уровня. Вот каждый сделать и все. Больше смысла, мне кажется, нет. Так, ну что, давайте попробуем. Сбегаем. Так, не знаю, получится или нет. Давайте попробуем, сбегаем 202. По-моему, здесь, да? Уже Нет. Там руины какие-то, что-то там такое было. Уже забыл, уже все. Да, древние руины. Давайте попробуем. Не помню, получалось у меня за нее проходить или не получалось. И прежде чем начать, приглашаю вас в группу. Заходите, ссылка есть в комментарии, есть в описании. Там очень много полезной, интересной информации. Группа называется вот так. Можно в поиске вбить и все найти. Вот тут кто-то написал, что чуть поменьше там стоит, там 479, да, выходит за шамана духов. Огромное тебе спасибо. Очень активный, кстати, участник чата. Частенько там светится. Молодец. Итак, что у нас здесь в группе есть интересного? Мысли антигуманиста, есть чат, есть ветка с хобби, там делимся всем подряд, кто чем хочет, кто чем может. Есть кузница героев, можно посмотреть на расстановку, там направлений в кузнице, ветки и так далее. Много всего. Поиск гильдии игроков, но тут сейчас пока тишина, никто никого не ищет, никто никого не ждет, ну, видимо, лето. Тир-лист также можно посмотреть, детально изучить историю его изменения, потому что там предыдущие тир-листы, картинки тоже сохранены. Также есть направление оружия, как выставлять правильно, все можно здесь увидеть, на каждый нажать, почитать, подробно все посмотреть. Так, ну и много всего остального, там подземелья, билды, кстати, вот тоже полезно кому-то будет. Вот, например, если в кошмар нажать, то тут прям будет подробно написано, какие варианты есть, какие книги использовать там и так далее. Так, ну и давайте вернемся теперь сюда. Так, будем пробовать. Не знаю, получится, нет. По идее, должно получиться. Давайте возьмем посох, давайте возьмем на всякий случай молот. Можем взять область, можем взять, ну, урон, конечно же, возьмем. Удвоение, ну, имеет место быть, да, но... Ну, давайте, ладно, возьмем. Можно еще взять что? Можно еще взять рогатку. Так, и побежали. Вот у нас вот эти духи бегают, духи зверей. Всю грязную работу за нас делают именно они. И наша с вами задача просто вот не попасться на вот эти вот всякие разные ловушки от мобов. Так, урон есть, область есть. Надо бы по-хорошему взять еще длительность. Ну и, наверное, броню, потому что знаменит вот этот уровень у нас птичками. Там птички летают. Сейчас еще на скорости 1,7.
Не знаю, получится или нет. Ну, попробуем в любом случае. Так, ну и надо было, наверное, еще взять ледяной посох. Он все-таки тоже тут незаменим. И вот смотрите, что происходит. Сейчас скорость чуть подубавлю. Вернусь в нормальный режим. То есть, что у нас есть? У нас есть, значит, вот эти духи зверей. Давайте урон прибавим. И, соответственно, они весь огонь, да, вот всех вот этих мобов, скажем так, они все это дело берут на себя. То есть, вот черепахи, вот прям сейчас хорошо было видно, они бегут не к нам, не ко мне, не к герою. Они бегут именно на вот этих вот зверей. И, конечно, бывают моменты, когда звери там проходят... застрял. Какой-то момент вот регенерации, то есть вот это восстановление, потому что у них есть вот эта полосочка со здоровьем. Вот в этот момент, конечно, может быть тяжеловато. Тут еще надо, конечно, успеть основное оружие поднять, чтобы регенерация, вот видите, то есть когда звери находятся в области нашего действия, вот эта вот окружность идет, здесь в этой области звери восстанавливают свое здоровье, то есть нам это только на руку. Вот, и соответственно, когда мы убегаем, они, получается, уже все, они уже не регенерируются по здоровью. Конечно, вот так вот тяжеловато, хочется пройти, хочется красиво показать. Но я считаю, что за 480 рублей это вообще прям хороший вариант. Если не получается кем-то пройти, но нету, допустим, у вас героев, которые бы прошли, вот как вариант можно попробовать. Особенно если вы нацелены на долгую игру, пожалуйста, пробуйте, пытайтесь. Вроде бы идет несложно. Хорошо, что зверей духов трое. А вот уже немножко начинают поджимать. Тут еще, кстати, улиток не поставил. Ну ладно, может быть и без них мы справимся. Ну уж хотя бы до третьей волны-то, я думаю, мы дойдем. И вот тут, конечно, может быть и было бы и полезно поставить, кстати, левую сторону, чтобы возвращались к нам во время того, как нас кусают. Давайте броню возьмем, потому что уже птички полетели. И хорошо, что пока что они летят мимо нас. И вот тут, кстати, давайте наблюдать. Они летят, стараются лететь на кого? Так, они летят на нас или не на нас? Или они пытаются лететь на зверей? Ну, как будто бы вообще не беспокоит. Вот, то есть они летят и как будто бы мимо. То есть, ну, это хорошо. Они застревают, значит. Черепашки, всякие разные вот эти тигры, черепахи застревают, но все равно они как будто бы уже начинают... Ага, все, застрял, зажали. Ну вот, не люблю вот этот уровень, потому что есть вот эти вот ловушки, которые вот ну, совершенно не прощаются никак. Так, давайте сейчас Эво сделаем, надеюсь, полегче станет. Вот. А еще, кстати, третья волна. Да, сейчас если не пройдем, конечно, будет обидно. Ну, понятное дело, что тут и с подготовкой, конечно, не очень. Уже давно в кошмаре не играл, хотя вроде бы, ну, как бы идет. Идет своим все чередом. Вот они опять тут полетели, и все мимо. Обычно они летят в героя, а тут вот они раз как-то вот, как будто бы не туда. Может, мне кажется? Ага, тут у нас еще есть. И сейчас бы у нас еще бы и замедление было хорошее вокруг героя за счет Эва. Эва, кстати, честно говоря, ни разу не видел. Интересно было бы посмотреть, поиграть, попробовать, потестировать. Мне кажется, ну полегче станет в любом случае. Суперы сливать не рекомендую. Потому что, ну, каким бы хорошим не было глобальное усиление на 2,5% к регенерации, суперы сливать на это не надо.
Супер, это только в урон. Так, третья волна пошла. Ну и давайте пробовать. Не знаю, получится, не получится. Тут уже вон сразу птички летят. Летят прям плотненько. Пока что мимо, мимо, мимо. Очень хорошо фиолетовый посох вот этот мистический работает. Прям не подпускает, старается всех замедлять. Может быть, кстати говоря, тут и рассвет не совсем уместно, но видно, как звери бегают. Видно, что они там тоже что-то пытаются сделать. И палочки работают, спасают, помогают. И рогатка тоже. Она накладывает снятие брони. Вот они бежали за мной. Ага, опять птички полетели. Все, тяжело сейчас будет. Так. Рогатку надо. Рогатки много не бывает. Пока она прокатит. Ой, прям чуть-чуть было. Вот прям чуть-чуть было. Прям чуть-чуть было. Все. Ну да, да, тяжело. Можно пройти в любом случае. Видите, то есть 2,5 волны прошли тут. Сколько? Минута 0,4 осталось. Можно пройти, если подготовиться, там питомцев поставить, на улиток, в общем, поставить, если на чтобы здоровье прибавилось, и можно еще и книгу жизни взять. Ну, что ж поделать? Ну, оставим как есть. Оставим как есть. Давайте в статистике посмотрим. Немного, да, немного урона они наносят, но как бы облегчают все равно, потому что есть ребята, у которых не получается совсем пройти, они там первую волну с горем пополам как-то проходят, потом уже все, начинается слив кристаллов. Ну, надо пробовать, не буду уже здесь кристаллы тратить, смысла нет. Наверное, стоит все-таки поставить левую сторону на то, чтобы чтобы духи зверей возвращались к нам, чтобы улиточки были, чтобы, вот видите, просто вот один отряд вот этих птиц попал, и все. И все, и по факту уже все, здоровья нет. Ну, в общем-то, суть примерно такова. Ну, давайте, ладно, еще в подземелье сбегаем, там тоже свои интересные моменты есть. Сейчас посмотрим, сколько она здесь урона у нас выдаст. И ледяной посох, кстати, не взяли. Ну, вообще прям облом. Так, почему у меня здесь авто стоит? Почему стоит авто? Уберем. Уберем. Так, смотрим. Вот здесь уже попробуем сейчас играть стоя. Не знаю, получится или нет. Так. Вот так сделаем. Области прибавим. Главное, чтобы к нам никто не подходил. Можно потихонечку вот так прятаться в зверей. Давайте еще урона прибавим, чтобы полегче было. Так, области прибавим. Пусть будет так. Пусть будет перезарядка. Шарик давайте тоже возьмем. Все равно к нам подходят все. Так. Ну, опыт давайте возьмем. Ничего интересного не выпало. Урон прибавим. Вот уже полегче становится. Уже звери куда-то убегают. Уже вот надо вот стараться как-то вот между ними стоять, чтобы мы с вами были защищены со всех сторон. И вот, кстати, по-моему, книга скорости передвижения или книга скорости, я вот не помню. По-моему, на передвижение. По-моему, они быстрее бегать начинают. Вот книга скорости. То есть, по сути, духи зверей, они как будто бы как снаряды. Вроде бы они быстрее начинают бежать. Могу ошибаться, но точно помню, что какая-то книжка их ускоряет. Либо-либо. Надо будет проверить потом, посмотреть. Так, урон взяли. Сейчас должно полегче стать. Тут вон еще 4-й дух, это зайка тоже тут бегает. Прям сливается с ними в одном цветовом оттенке. Ага, все, пошла толпа. Ну вот сейчас посмотрим.
выстоим или не выстоим. Как будто бы вообще, как будто урон даже не получаем. Так. И боссы, кстати, тоже вон на них сразу бегут. Надо только уворачиваться, да и все. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Пока все хорошо. Так, ушли от прыжка. Ай-яй-яй-яй, вот опять прям вот на тоненького идем и все. Сколько там, 15 секунд осталось? Но я думаю, продержимся до конца. Надо поближе к зверям подойти, к зверям. Сейчас, мне кажется, допрыгнут до меня. Вот мне кажется, что допрыгнут до меня и дадут мне тут. Все, не считается. Так, ну давайте смотреть. Немного, да, немного она урона все равно выдает, но спокойно, как бы без каких-то там прям критичных таких ситуаций. Ну, были, конечно, немножечко прям такие напряженные моменты, но все равно она выстояла, она молодец. За это мы ставим ей лайк. То есть у нее как бы приоритет какой идет. То есть она дает нам регенерацию, она дает нам возможность почувствовать вот эту вот немножко другую игру. Она сама по себе ничего не делает, поэтому я ее и называл бездельница. Вот. В любом случае, открывать нужно, глобалки нужно собирать. Ну, делайте выводы, пробуйте. Жалко, конечно, что с 202-м немножко вот так вот некрасиво получилось, до конца не добежали. Ну, в любом случае, это уровень такой, который может там 3 раза тяжело проходиться, а потом с 4-го раза он уже как-то вот легко и незаметно пройдет при тех же условиях. Поэтому пробуйте. Все, на этом все. С вами был Импреза. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока. До новых встреч.